Худшие традиции страны Советов продолжают возрождаться в оккупированной режимом Лукашенко Беларуси. Верные чекисты нелегитимного вновь взялись за студентов, которые учатся за границей. Отметим, что пристальное внимание к тем, кто получает иностранное образование, комитетчики проявляли довольно давно. Так, во времена учебы члена команды Маланки в Европейском гуманитарном университете более 10 лет назад радость от поступления была несколько омрачена внеплановым вызовом на ковер в контору. Чекист в штатском несколько часов пытался узнать об однокурсниках и преподавателях, а также очень интересовался, чем европейское образование лучше белорусского. В конце беседы комитетчик настоятельно предлагал подписать бумагу о сотрудничестве, а на отказ попытался хотя бы всучить бумажку со своим номером. Судя по всему, принцип подобных допросов за эти годы едва ли поменялся, однако, получив от усатого папы индульгенцию на наплевательское отношение к закону, силовики стали позволять себе куда больше. Так, по информации подписчиков канала «Нехта» из Бреста, родителям студентов не разрешают присутствовать на беседах с чекистами, а для самих ребят доводят политинформацию о том, как правильно вести себя за рубежом. Отметим, что несколько дней назад во время выступления на Республиканском педагогическом совете Лукашенко много внимания уделил уехавшим учиться за рубеж студентам. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру с промытыми мозгами. Это уже идейные, но если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Судя по всему, уже в ближайшее время итогом этой борьбы станет такой недобор в вузы страны, что на медиков и пилотов можно будет поступить с буквально нулевыми сертификатами централизованного тестирования. Большинство увечий люди получили на улице, а подача обращений носила управляемый характер. Таков ответ Следственного комитета на обвинение белорусов в насильственных действиях силовиков во время августовских протестов. Кто эти управленцы, в заявлении не уточняется. Зато имеется четкое определение касаемо заявителей. По мнению следствия, подавляющее большинство – это неработающие граждане, индивидуальные предприниматели и студенты, среди которых имеются люди, которые ранее привлекались к административной и уголовной ответственности. В общем, наркоманы, алкоголики и тунеядцы. Интересно, что в Следственном комитете говорят о 680 обратившихся, однако всего заявлений о проведении проверки по фактам противоправных действий сотрудников органов внутренних дел было подано более 1000. Что касается жестокости и насилия в стенах ЦИП, ИВС и ГУВД, то, по мнению Следственного комитета, это все телеграммные фейки, которые распускают экстремисты. А вишенкой на торте стало заявление комитета о том, что люди намеренно провоцировали силовиков на избиение и лезли под дубинки, чтобы потом иметь возможность сдаться на беженство в странах Евросоюза. В ответ на это всеми известные киберпартизаны взломали базу данных тех следователей, которые должны были расследовать факт пыток. Всего в списке более 1500 человек. И как вчера в своем видеообращении сказал Вадим Прокопьев, рано или поздно возмездие произойдет. Сломанные ребра, выбитые зубы, помеченные краской спины, инсценировка самоубийства, сексуальное насилие, будешь сидеть. Когда все свободные белорусы отмечали 30-ю годовщину независимости, нелегитимный поздравлял свое аграрное детище – завод «Гомсельмаш» с 25-летием. Правда, как выяснилось, кроме круглой даты, поводов для праздника на предприятии нет от слова совсем. Уже 3-й год завод работает в убыток. Только в прошлом году потери составили более 400 миллионов рублей. Кроме того, «Сельмаш» должен кредиторам более миллиарда рублей по долгосрочным обязательствам и 500 миллиарда по краткосрочным. В состав предприятия входит также Гомельский завод литья и нормалий и Литагропроммаш. В совокупности они завершили прошлый год с чистыми убытками в 250 миллиарда рублей. По мнению экономиста Вадима Иосуба, детище Лукашенко выглядит как классическое предприятие-банкрот. Огромная дебиторская задолженность означает, что за свою продукцию он не получает оплату. Что неудивительно, ведь основной рынок сбыта – это такие же убыточные совхозы, которые могут расплачиваться разве что навозом. В совокупности, даже если предположить невероятное, то есть полную распродажу всех складских запасов и выплаты за продукцию, полученных денег все равно не хватит, чтобы завод вернул свои долги. Эксперт считает, что выходов из сложившейся ситуации два – либо закрывать предприятие, либо продолжать набирать кредиты, долги по которым вскоре лягут на плечи налогоплательщиков. Зная, как работает лукономика, догадаться, какой из вариантов будет выбран, нетрудно. Как следствие, мы имеем очередное предприятие «Балласт», стремительно тянущее на дно мечту
году нелегитимного построения великой аграрной державы. Впрочем, даже если в стране не станет комбайнеров и трактористов, крепкий хозяйственник всегда может приказать своим красавцам задействовать мускульную систему производства и отправиться теребить долгунец на бескрайних полях Родины. Силовые ведомства выставили на продажу более сотни своих машин, которые им, судя по всему, банальная жадность не позволяет отвезти на свалку. К примеру, почти за 7 тысяч рублей в личное пользование можно приобрести автозак. Но есть один нюанс – его износ около 90%, хотя в современной Беларуси сложно себе представить желающих купить себе такое средство передвижения, даже если бы оно было без пробега из салона с розовыми фарами. Большинство выставленных на продажу машин легковые, почти все авто находятся в регионах Бресте, Гродно, Березе и Гомеле. А может быть, таким образом МВД решила выкатить свои контрсанкции. Среди выставленных на продажу автомобилей есть и вражеские «Опели», «Фольксвагены» и особо ненавистная хоккейным патриотам чешская «Шкода». Открытыми остаются два вопроса: как можно довести до такой степени износа относительно новые машины, и кто, по мнению продающей компании «Белспецконтракт», должен ими соблазниться. Хорошая идея – продавать их убыточным колхозам для устрашения пьющих механизаторов. Дребезжащий автозак, растекающий по рапсовым полям, лучший стимул протрезветь и пойти отмывать коров. 29 лет колонии в сумме получили 12 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Бресте. История касалась протестов 9 и 10 августа. Пострадавшими по данному делу проходили 29 силовиков. По версии следствия, осужденные нарушали общественный порядок, совершали погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами. Большинство из тех, кто оказался на скамье подсудимых, свою вину не признал, но это не помогло. Общая сумма причиненного, по версии следствия, ущерба составила более 10 тысяч долларов. Вот только по уголовному делу должны были проходить не 12, а 13 человек. По личному поручительству родных Олег Юров до вынесения приговора находился на свободе. Однако на последние несколько заседаний он так и не явился. Где сейчас находится мужчина, никто не знает. В итоге милиция объявила Юрова в розыск, а его мать и бабушку признали виновными в нарушении условий поручительства и назначили каждый штраф более 4 тысяч рублей. Важно отметить, что это не первый случай, когда обвиняемым и даже осужденным удается ускользнуть от так называемого правосудия. Недавно, к примеру, из Шкловской колонии удалось бежать политзаключенному Дмитрию Кулакову. Сегодня стало известно, что мужчина в безопасности и находится в Литве. Все это лишний раз доказывает, что система не такая уж и прочная, если нелегитимная власть не в состоянии уследить за политзаключенными, которые находятся у нее под носом. И это все на сегодня. Завтра в 17:00 подключайтесь к нашему традиционному прямому эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым. А в воскресенье в 12:00 смотрите обзор главных новостей за неделю «Все сразу» и итоговый выпуск региональных новостей, который состоится в 19:00. Хороших всем выходных и живи Беларусь!